Сегодняшняя история произошла задолго до выхода DLS Альянса «Путешествие Укуна» и появления игры Kingdom Rush Battles, но была мною отложена в долгий ящик именно из-за выхода указанных выше событий. И вот на днях на канале Kingdom Rush вышло видео, где он у ряда известных ютуберов по Kingdom Rush, таких как Polix, Real Morgan, Alex Plays, спросил, можно ли пройти первую часть Kingdom Rush без башен. Прикиньте, у каких-то перцев спросил, а у того, кто реально это сделал, не спросил. И тут я понял, это знак мне достать запыленный материал и наконец-таки ответить на вопрос, можно ли пройти первую часть Kingdom Rush без башен. Сама история началась с безобидного, но очень любопытного комментария под одним из моих видео, где предлагалось пройти первую часть, не используя башни. Я сперва подумал, что эта задача просто нереальна для выполнения, но желание проверить теорию оказалось сильнее меня. Обычно, играя подобные прохождения, я создаю новый слот, выбираю любой тип башен и с самых низов мчу покорять просторы Линерии. Но тут другие правила, поэтому я открыл уже имеющееся прохождение, традиционно выбрав уровень сложности «Ветеран». Только вдумайтесь, каким надо быть Овечкиным, чтобы на прохождение без башен взять ветерана. Благо, я недолго выпендривался, хватило буквально на каких-то первых 4 уровня, которые я прошел без особых проблем, играя Игнусом. Даже Берега-Двуречья на ветеране, где уровень имеет развилку на 2 стороны и множество быстрых врагов в сочетании с шаманами, мощными ограми, не стали какой-то проблемой для этого зажигающего парня. Чего не скажешь про Сребролесье. Этот уровень и при классических условиях не айс, а играя без башен на ветеране, жопка горит поярче Игнуса. Вульфы, варги, огромные пауки, паучьи матриархи вперемешку с бандитами от старта и до финального свистка гоняли меня по всей карте. И все же мне удалось пройти уровень на 2 звезды, сохранив даже целых 10 жизней. В шоке от такого развития событий я отправился в гости к Джаггернауту. Именно этот уровень убедил меня в том, что каким бы мощным не был герой или скилл игрока, даже обладая всем везением человечества и заручившись поддержкой всех шаманов и целителей мира, без использования бустов пройти на ветеране Цитадель невозможно. И тут я решил снять розовые очки и перейти на новичка. Битва получилась шикарнейшая. Самый первый босс франшизы сражался словно лев, постоянно засыпая меня своими головешками. Но и это не спасло огромного робота от неминуемого поражения. По итогу уровень пройден на 3 звезды, сохранив при этом 19 жизней. Что позволило мне перейти на более холодные и снежные этапы, где первой моей остановкой были гулкие рудники. Уровень довольно удобный и простой, держать оборону одно удовольствие, если при этом использовать хотя бы пару башен. Но когда у тебя в активе только лишь герой, при поддержке подкрепления и метеоритного дождя, делать это становится чутка сложнее. И все же Игнус с этой задачей справился на отлично. Уровень пройден на 3 звезды, не пропустив ни единого врага. После такой разминки меня ждал лютый хардкор у перехода ледяных ветров. Сложность уровня даже не в его географии или наличии дополнительных шахт, меняющих траекторию потока врагов, а именно в самих врагах. Летуны, шустрые вульфы, варги, лучники теней и тролли-чемпионы с дальней атакой. Темные истребители в компании вождя троллей. А на десерт йети и паучьи матриархи. Именно эта сладкая парочка уже на последней волне при 19 сохраненных жизнях заруинили мне всю катку, нанеся мне сокрушительное поражение. Уровень пришлось играть по новой, и впервые я решил сменить движок и пересел на Тенши. На самом деле гениальнейшее и максимально нужное решение. За счет мобильности героя и его особых навыков я успевал перекрывать оба выхода на карте, а в нужные моменты, подбирая правильный тайминг, кучковал более жирных врагов в центральной точке, выпаливая последних метеоритом, либо сокрушая внутренним халком героя и навыком Тенши вызывать тот же метеоритный удар. Как и в предыдущей попытке, последняя волна стала настоящим испытанием, но мне все же удалось сдержать натиск и пройти уровень на 2 звезды, сохранив при этом 14 жизней.
После чего путь мой лежал через храм гроз, где финалом был очередной босс-файт, на этот раз с голодным и свирепым йети-переростком JT. И честно признаюсь, тут я немного застрял. И проблема не самого уровня. На удивление, пройти все волны даже без потери жизни не составило труда. Проблема именно в JT. Эта огромная тушка сжирает любого, кого ему не поставить. Будь то герой или подкрепление. А у меня каждый юнит на вес золота. Он все же, как босс, имеет прилично так здоровье. Даже больше, чем у Джаггера. 11к против 8к у робота. Классно дубасить Гарри, когда он морозит башни, и в этот момент отдыхает. Но башен-то нет, и морозить нечего, поэтому он тупо без остановки идет к моим точкам. К тому же в момент босс-файта продолжают идти йети и мчать зимние волки. Я даже использовал солнечную башню уровня, не помогало. Тогда я решил не думать о сохранении жизней, а основной удар уделить именно JT. И это был поистине эпический бой. На самой ленточке при 2 жизнях удалось победить гиганта и заполучить заветную звездочку уровня. Оставался последний рывок на мертвых землях Валардула. И если в пустошах у меня особых проблем с прохождением не возникло, где даже кладбище постоянного спавна скелетов, демонические отродья, всадники на ракетах и владыки демонов не смогли сломить стальную волю Тенши, позволив пройти уровень на 2 звезды и сохранить 13 жизней, то долина проклятых компенсировала с лихвой. Ужасней уровень для игры без башен придумать сложно. Если думаете, что я преувеличиваю, welcome, удивите меня. Ужасная география самой локации, 2 выхода с точкой пересечения практически у флажков, 2 разных типа врагов по флангам, с одной стороны бронированные темные рыцари и темные истребители при поддержке лучников теней, с другой демонические отродья под аурой владыки демонов. К тому же огромное количество летунов в лице горгулей и бесенков. И конечно же отряд некромантов с обоих сторон. Ах да, еще спящий вулкан по центру, откуда периодически выходит вулканический элементали. Сперва я взял того же Тенши, контролить оба потока, но это оказалось довольно сложно. Взял Игнуса, тот же итог, поражение. Взял Элору, мою бусю-палочку-выручалочку, тоже мимо. Взял Они, и этот свалился. Не знаю, сколько попыток я провалил, пока не решил взять Николу Вольтера. И вот тут мастер шоковой терапии показал себя во всей красе. Его электрические катушки и способность наносить периодический урон по площади со станом было именно то, что доктор прописал. Приходилось выдерживать некие временные паузы для установки катушек по одну сторону и задержки врагов на другом фланге. Да я первого врага пропустил аж на 14-й волне, это уже был успех. А как я летунов херячил на 16-й волне, это надо видеть. По итогу к 19-й волне у меня осталось всего 6 жизней и куча диких врагов. К тому же двинула толпа вулканических элементалей. Я был просто не готов морально вновь проиграть. Поэтому решил скинуть бамбушку-толстушку, не заметив, что подгрузился метеорит. Возможно, я бы затащил ту ситуацию с метеоритом, но цена была очень высока. По итогу отмечаю первое применение буста за весь этап прохождения. А на очереди финальный штурм мрачной башни и спасение королевства от темного лорда Везному. Вот сказал, и реально самому смешно. Какой к херам штурм? Какое спасение? С кем? Одним героем и 2 бомжами? Думаю, выглядеть это будет приблизительно так. Ну а теперь мы идем захватывать замок. Капитан, вы шутите? У нас отряд из одних лишь бомжей, которые не шарят даже за мемы. Вы хотите, чтобы мы просто сдохли? Вы сейчас повторяете ошибки одного очень известного военачальника тех лет. Только он, в отличие от вас, хотя бы вооружен нормально был, а у вас из оружия буквально палка. Как вы собираетесь в принципе сражаться, не говоря уже о захвате замка? Спокойно, Лизосома, я Лизолит. У меня есть отличный план, который точно должен сработать. Господа свады, вы окружены. Это во-первых. Во-вторых, позовите, пожалуйста, вашего главнокомандующего. Чё тебе надо? Это вы главный? Ну я. Сдайте замок, пожалуйста, мне для видоса надо. Нет. Сводийского как лошвай на ответ. Лизосома, дело плохо, мой план не сработал. Да ладно.
Вот это неожиданность, я будто бы сразу не понял. Благодарочка Kingdom Rush за наглядный пример. Именно так произошло у меня при первой попытке. Сам этап я отыграл неплохо. Лишь в одном моменте на 15-й волне, когда намечался прорыв, я применил бомбушку. И с 10 жизнями встретился лицом к лицу с Везнаном. И вот этот бой был абсолютно неравный с самого начала. Я и катушек раскидал, и метеоритом лупанул, и подкрепление устанавливал. Все работало шикарно. Но этот же играет не по правилам, постоянно отправляя на меня своих бесов. Я понимал, что мой единственный вариант на победу — это как можно быстрее трансформировать Везнана в огромного демона. С этой задачей я справился, но было поздно. Я потерял все жизни и проиграл. Проведя работу над ошибками и окончательно убедившись, что своими силами завалить Везнана не получится, я решил использовать бомбушку и перевести Везнана в его вторую форму, чтобы полностью сконцентрировать внимание на нем, так как в этой форме он не спавнит демонов. Идея сработала, и добить Везю было уже делом техники. Этап был пройден, как и вся основная кампания, без использования башен. Бустеры для прохождения были применены лишь на последних 2 локациях, что, как по мне, довольно приемлемо. Но в целом, друзья, играть в башенки без башенок мне не очень понравилось. Не та романтика и не те ощущения. Да и баланс в игре все же рассчитан на то, чтобы герою в помощь была построена хотя бы одна башня. Но в качестве эксперимента получилось очень даже неплохо. Надеюсь, видео вам понравилось, и вы оцените творчество своим лайком и подписочкой на канал. А на этом я прощаюсь. Берегите себя, и да пребудет с вами сила. До новых встреч. Па-па.